Я не фармацевт, но... В Америке нашли медицинский след в победе российской фигуристки. Американский журналист связал спад результатов Анны Щербаковой с отказом от медицинского средства. Это уже даже не смешно. Предсказуемость некоторых иностранных экспертов удивляет. Олимпийский сезон только начался, а на российских фигуристок уже посыпались беспочвенные обвинения. Вместо того, чтобы спокойно принять превосходство россиянок, в США ищут все новые способы, чтобы принизить их успех. На передовой информационной борьбы с доминированием ученицы Терри Тутберидзе снова оказался ведущий популярного англоязычного подкаста Дэйв Лис. На этот раз авторитетный эксперт с большой зрительской аудиторией уличил чемпионку мира Анну Щербакову в получении преимущества за счет медицинских средств. Журналист считает, что именно благодаря специальному препарату ученице Тутберидзе удалось выдать лучший прокат в карьере. А без него результаты фигуристки резко упали. Интересно, а хоть какие-то доказательства господин Лис приводит? В США считают, что Щербакова сдала из-за отказа от медицинского препарата. Олимпийский сезон начался для россиянок сверхуспешно. Александра Трусова поразила воображение прокатом с 5 квадами. Камила Валиева обновила 2 мировых рекорда на дебютном взрослом турнире. Россиянки захватили пьедесталы на соревнованиях в Финляндии и Будапеште. А сопоставимые по уровню соперницы у наших девушек так и не появились. Все идет к тому, что этот сезон снова пройдет под знаком российского доминирования. И иностранцы это прекрасно понимают. Ведущие популярного подкаста Дэйв Лис уже составляют свои прогнозы на Олимпиаду. По итогам прошедшей недели журналист Дэйв Лис сделал пирамиду группы Тутберидзе. На вершину своеобразного рейтинга американец поставил Александру Трусову, а вторую позицию отдал Камиле Валиевой и Майе Хромых. Лис считает, что на данный момент это главные претендентки на Пекин. Но и косторную с Щербаковой он со счетов списывать не торопится. Более того, Дэйв намекнул, что Ане может помочь в достижении цели специальное средство. Щербакова сбавляет. Знаю, что у нее возникли проблемы с шеей. Но дело не в травме. У нее нет мощи, чтобы четко выполнять четверные. И если прямо перед выступлением ей не будут давать нюхательное средство, как это было на чемпионате России. Я не фармацевт, но... То, что происходило на чемпионате России, чем бы это ни являлось, не повторилось на чемпионате мира. «Сейчас Анна выглядит слабее», — сказал Лис. Фактически американец связал результаты Щербаковой с применением некого медицинского средства. В Америке нашли медицинский след в победе российской фигуристки. Журналист считает, что именно благодаря ему Ане удалось выдать героический прокат на чемпионате России. И следовательно, без него повторить фееричный результат у фигуристки не получается. Американец сознательно вводит болельщиков в заблуждение. На самом деле, любой, кто смотрел чемпионат России 2021, помнит, в каком состоянии Щербакова выступала на турнире. Девушка только-только перенесла пневмонию и не успела до конца восстановиться. Перед выходом на лед ей действительно давали понюхать медицинский препарат «Нашатырь». Да, тот самый, который врачи используют в большинстве видов спорта, а в хоккее или регби без него и вовсе не проходит почти ни один матч. Вряд ли Лис свалился с другой планеты и не понимает элементарных вещей. Нашатырь никоим образом не может помочь прыгать четверные. Тем более Ане его давали перед короткой программой, а не перед произвольной. Но Дэйву все равно. Американец привык говорить в своем подкасте все, что ему вздумается, даже если это никак не подкреплено фактами. Дэйв беспочвенно обвинил Щербакову в помощи медицинских средств. И это происходит не впервые. Лис привык безнаказанно атаковать российских фигуристок. К команде Хрустального и конкретно к Щербаковой у него особенное отношение. Впервые критика в ее адрес появилась в интервью с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Дюамель назвала Щербакову болезненной и сказала, что ей сложно получать удовольствие от катания россиянки. Впрочем, Лис за слова собеседника не отвечает. Зато отвечает за свои комментарии. В
примечании к интервью он тогда оставил инсайт о применении гормонов россиянками. Он решил уточнить, почему именно Щербакова воспринимается худой и болезненной. «Не думаю, что кто-то винит Анну в том, что она очень худая. Есть другие причины, из-за которых многие называют ее нездоровой. Многие фигуристки после тренировок садятся на гормональную терапию. Это, среди прочего, подтверждает, что они все определенно используют блокаторы гормонов». Слова Лизы многие восприняли всерьез, поскольку он пусть и в некотором смысле скандальный, но заметный журналист. Российским фигуристкам не привыкать к нападкам Дэйва Лиза. Американские журналисты в чем только не обвиняли наших чемпионок. После победы Щербаковой на чемпионате мира Дэйв Лиз заявил, что Аня и другие ученицы Тутберидзе принимают блокаторы гормонов, позволяющие им приостанавливать естественное развитие женского тела. Доказательств ведущий Дэйв Лиз, конечно же, не предоставил. Все доводы Дэйва были основаны на догадках и слухах. Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. «Это не секрет», — говорил Лиз. И ладно бы американец изначально подавал все свои рассуждения как сплетни и слухи. Но Дэйв же с серьезным выражением лица рассуждает о вещах, которые неизвестны даже нам в России. И самое прискорбное, что Лиз транслирует свои обвинения на очень солидную аудиторию. Для многих зарубежных болельщиков мнение Дэйва Лиза имеет весомый авторитет. Доводы Лиза разносятся по соцсетям и провоцируют предвзятое отношение к российским фигуристкам. Многим иностранцам куда легче поверить в то, что своих успехов наши девочки достигают с помощью специальных препаратов, а не благодаря многолетнему труду и передовым тренерским методикам. Вот и слова Лиза о нечестной победе Щербаковой на чемпионате России уже растиражировали в сети. Часто их выдают за истину в последней инстанции и неоспоримый факт. С большой долей вероятности олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании станет именно россиянка. У наших девочек просто нет равносильных конкуренток. Во всем мире это прекрасно понимают и не хотят с этим мириться. Но вместо того, чтобы способствовать развитию фигурного катания в своих странах, многие иностранцы предпочитают обесценивать успехи россиянок с помощью нелепых обвинений. Видимо, так им намного легче пережить горечь от многолетних поражений нашим фигуристкам.